Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GuardUI. Итак, будем сегодня творить контент, но на самом деле у меня пока что никакой идеи на контент нету. Я буду, наверное, плыть по течению, принимать любую форму, словно вода. Реликвии, кстати, неплохие, есть Мамора, есть Жезлкиры. Блин, ну, на самом деле у меня есть несколько идей. Во-первых, попробовать поиграть через Свена. Во-вторых, попробовать поиграть через богов-орков. В-третьих, можно, в принципе, что-то с драконами намутить. Возможно, даже магов попробовать намутить. Либо же сыграть через темпларку, кстати, что тоже было бы неплохо. Короче, не знаю. Давайте будем решать проблемы по мере их поступления, правильно? Ух ты, охотнички. А охотнички это как-то, ну, как-то многообещающе, если честно. Так, что у меня тут по предмету? Возьму клевер. Возьму клевер, потому что, ну, если придут охотники, то клевер идеально бафает охотников. Самый жесткий прирост от этого клевера для охотников. Выше не у кого больше прироста. Как для серого предмета он слишком много дает охотникам. Ну, это и логично. Так, что там? Давай, ну давай. Я рассчитывал хотя бы на орка-охотника, если честно. О, я, наверное, возьму минус броню. Минус броню возьму, потому что если играть через охотников, то минус 6 брони для охотников это прям то, что доктор прописал. Сейчас самое главное найти просто еще одного охотника, чтобы хотя бы у меня был баф 3 охотников. И желательно, чтобы это был орк-охотник, чтобы он и кабанчиков сумонил и тому подобное. В принципе, можно будет сыграть и через волшебников попробовать. Можно, кстати, попробовать на 6 богах сыграть. Ну, короче, как пойдет. Как пойдет, потому что я сейчас загадываю все, что захочу. Точнее, все, что хочу. Но то, что я хочу, как правило, не работает. Опа. Хо-хо-хо-хо. Два бадончика, это хорошо. Это очень хорошо. Предметы не очень. Но, если честно... Тинкер 2 звезды. Понял, Марси там уже у молодого. Если честно... Я не хотел, чтобы мне башар падал. Я хотел, чтобы мне упали какие-то там арканцы. Вот что-то вот такое. Что-то вот ближе приземленное. И более импактовое, чем этот башер 3-секундовый. Я просто знаю свою удачу. Этот баш работать как надо. А не, он с первой тычки забашил только что. Кстати, знаете, тут можно будет попробовать 6 богов и керри Абадон. А? Как вам идея? Максимальный шанс выпадения на фигуру второго тира получается на 6 уровне. Не, ну в принципе, можно реально попробовать замутить контент с Абадоном. Тут, кстати, Тинкер еще стырил мою способность у Абадона. Охотнички. Ну, хоть какие-то хорошие новости на самом-то деле. Лучше поздно, чем никогда, правильно? Ладно, короче, продам этих охотников. Лучше выйду в монетки. Лучше выйду в монетки, раз уже вот на то пошло. Мог, конечно, поставить охотников и немного лучше себя чувствовать, но, ну, в баню. Сейчас, кстати, как назло, знаете, что придет? Сейчас ко мне придет панда на следующем раунде. И я мог этот клевер засунуть в панду, но чему не бывать, тому не бывать, правильно? Раз уже отказался, не о чем жалеть. Не о чем. Надо принимать как должное то, что я делаю. Ну, противнич... Ну, пока нормальный такой старт. Правда, я бы хотел какое-то усиление более-менее адекватное. Еще самое главное, чтобы на 10-м раунде ко мне пришла реликвия, то, что мне надо. Возможно, это Мамора, можно и Жезлкиры. Может, ну, в принципе, на самом деле, если ко мне придет Рубик и морская волшебница. Хотел назвать ее, знаете как? Я хотел ее назвать морская волчица. Два чувака играют на лустрике. А можно побольше людей, которые будут играть на лустрике? Мне только это будет в кассу. Короче, если придет сейчас морская волшебница и Рубик, то я, соответственно, смогу поставить ранний баф 6 богов. И, соответственно, играть через Абадона. Я думаю, это будет очень мощно. Если еще сейчас Абадон в 2 звезды придет, так это будет вообще обалденно. Так, первый лустрикер на месте, на связи. Это хорошо. Это замечательно. Давай, Абадон. Понял. Понял, не дурак.
Так, немножко духов. Хотя не, я, наверное, агра поставлю. Мне кажется, огр будет намного импактнее. Как минимум, если огр закастует как надо свои способности, в кого надо, то, соответственно, это пару щиточков. Бог, орк собирается уже. Блин, на самом деле тут все полезные реликвии. Причем на всех стадиях игры, вот кроме меты. Меты на ранней стадии игры не всегда полезно. Короче, держим за меня сейчас кулачки. Я хочу Абаддона найти в 2 звезды. Огр, давай, закастуй как надо. Доли секунды не хватило для того, чтобы он закастил в Разора, и Разор 2 раза закастил свою способность. Доли секунды. Не успеет, походу, закастить. Или успеет? Давай, давай еще раз. Еще раз. Какая же ты подливная тема. Эх. Ну и черт с тобой. Ну и черт с тобой. Не получилось, не фартануло, бывает. Жизнь такая штука. Скоро будет, знаете, скоро у меня будет пацанский цитатник. Скоро заговорю с вот этими вот фразочками. Знаете, вот это вот как мемы со Стэтхэмом. Вот скоро у меня точно такой же будет. Не, ну Тинкер 2 звезды меня порвет в любом случае. Хочешь, не хочешь, но принимать нужно будет как должное. Вот это вот поплаву, табло. Давай, Огр, ну хоть сейчас не подведи меня, пожалуйста. Чё-то, короче, от игры я импакта как-то не вижу. Вообще не вижу от игры импакта. Эх. Ладно. Рубрика «Все по 2» продолжается. 2 Эгиды, 2 Абаддона, 2 Марса, 2 морских волшебницы. Лучше, конечно, назвать их морские волчицы. Мне нравится то, что там есть несколько человек, которые играют на лустрике. Это мне нравится. Но это пока что мне нравится. Потом они, как, знаете, выйдут здесь, ну, 10 уровень, то все такое. Как понаходят себе легендарки с первого раза 2 звезды на 8 уровне. У-у-у. А на 10 выставляют весь свой фулл комплект с фулл предметами и просто разорвут мне 5-ю точку. Жуки на минималках. О да. Жуки на минималках не то слово. Ну, кстати, мои экстрасенсорные способности почему-то последние некоторые дни сдают сбой, потому что я пару раундов назад говорил о том, что сейчас я вот клевер льну, и в следующем раунде ко мне придет панда. И что-то как-то не сбылось. Ладно. Ладно. Не хочешь давать мне нормальный предмет? Ну и ладно. Больно-то и хотелось мне от тебя нормальный предмет. О, убийца гор. Сейчас он мне расскажет, как станчики надо раздавать. Ну, вроде бы как я мобов должен спокойно затащить. Я, конечно, в панду не особо верю в своем столе, но у меня хотя бы есть двузвездочная гида. Я думаю, она нормально дамага накидает. По крайней мере, я хочу в это верить. Жалко, 6 богов не будет на эгиду работать. Потому что у эгиды нет способности, которая мана жрет. Если бы у нее была способность, которая мана жрет, тогда бы на нее 6 богов работало. Но чего нема, того нема. Так, что там по реликвии? Давай, покажи мне, покажи. О, яичко. Яичко — это хорошо. А знаете что? Есть идея. Появилась у меня гениальная идея. Короче, берем сейчас жезл Кира, выходим в 50 монет плюс, собираем Тинкера в 3 звезды, ставим 6 богов. Как вам идея? Ну, пахнет жареным. Не, ну звучит интересно, согласитесь. Сейчас, короче, будем пробовать теорию. 3-звездочный Тинкер — это хорошо или плохо?
Правильно? Сейчас попробуем его реализовать. Мне как раз просили в комментариях его реализовать в 3 звезды. Поэтому сейчас будем пробовать. И Абадона, соответственно, тоже соберем в 3 звезды, если получится. Я сейчас буду... Короче, кто вдруг не знает, как работает жезл Кира, то жезл Кира работает следующим образом. От вашего текущего уровня отнимаете 2, и на таком уровне вы, соответственно, ролитесь. То есть вы имеете 5 уровень, а будете ролиться как на 3-м. Ну и так далее. Так, давай. Следующий раунд. И погнали. Надеюсь, конечно, раннего Тинкера найду. Не зря же я взял жезл Кира. Можно и Марса в 3 звезды, в принципе, собрать. Но те фигуры, которые я хочу, это 100% Абадон в 3 звезды. Тинкер в 3 звезды. Марс. Ну, Гримтач мне особо не нужен. Что у вас там за баталия? А, понял. Битва жрецов. У вас ничья. Ребята, я вас помирил. У вас ничья. Ну что, поехали, ребята. Марс апгрейдится. Отлично. Поехали. Так, селедочку продаем. О. 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 Это нам надо. И поставим немножечко богов. Чисто услада для глаз. Что-то я как-то заговариваться стал. Короче, я Абадона апну через яйцо еще. Я думаю, лишним не будет Абадон в 2 звезды через яйцо. Немножко богов еще себе поставил, чтобы КД было поменьше. Чтобы Тинкер намного чаще ракетки свои кастовал. Тут, конечно, против Ускара, я думаю, не, нормально. Хочу посмотреть Тинкера в 3 звезды в действии. Аж самого себя заинтриговал. Ну пока тьфу-тьфу-тьфу идет неплохо. Не, реально неплохо идет. Ладно, грима продам. Будет круто, если я очень быстро смогу собрать себе Тинкера в 3 звезды. Чтобы дальше я смог идти в уровень и тому подобное. Будет грустно, если я буду долго собирать Тинкеров в 3 звезды. Знаете, я вспоминаю сразу тот момент, когда я тоже взял жезл Кира. У меня был 4 уровень плюс, 50 монет плюс. Все это на 10 раунде. Ого, там у чувака стол. Фул в 2 звезды уже. Ну, это чистые скиллы, не грамма мошенничества. Так, отлично. Тинкер пошел. Возьму цемочку, чтобы ману регенил. Боже, как нехорошо Тинкер идет. Обалдеть. Обалдеть! Не, пока реально неплохо. Без рофлов. Очень даже неплохо. Короче, я, наверное, и цемочку в 3 звезды соберу. Как-никак она будет ману регенить. Но вдруг чего, если будет как-то не так, то я, соответственно, возьму и поменяю стол. Не, вы посмотрите на стол топ-1. Все в 2 звезды. Даже гоблин-убийца почти в 3 звезды. Обалдеть. Жестко. Но мне нравится то, что есть несколько типочков, которые играют через жрецов. На лустрике все как надо. Я свой хп экономлю и, соответственно, могу даже на винстрик выйти, если все хорошо будет. Но это я уже как бы сильно губу раскатал. Но, как говорится, надо закидывать удочку подальше, чтобы выловить то, что получилось. Правильно? Ничего буду покупать. Мне одного Тинкера не хватает сейчас. Одного Тинкера. Дай Тинкера. Ну, Тинкера дай. А это мне нравится. А такое мне нравится. Ну все. Имба. Собрал имбу на 15 раунде. Давненько я давненько я героя первого тира не собирал в 3 звезды. Давненько. Ну да посмотрим. Не, на самом деле на бумаге Тинкер очень мощный персонаж. Но это на бумаге. Правда, не в мету антимага и думов. Там уже Сларк в 3 звезды. Короче, если буду играть через Тинкера, то мне нужно следующее. Мне нужен драконий рог после 3-го тира. И, наверное, рефрешер. Или даже не рефрешер, а мифриловый доспех. Почему мне эти предметы нужны? Да, все элементарно просто. Мне эти предметы нужны для следующего.
Скипну это. А, понял. Лучше бы я взял кристалл мана плюс 50. Короче, мне эти предметы нужны за следующего. Драконий рог, соответственно, чтобы инкастов запустить 4 ракетки. Хотел сказать 3 ракетки. Вот, 4 ракетки. С самого старта, с нулевой секунды. А ну-ка, попробуем предмет третьего тира найти. Не, ну я возьму после третьего тира. Боже, всегда бы так. Еще и Марса в 3 звезды собрал, обалдеть. Ошалеть, что происходит. Все, мне теперь нужно только Абадона будет собрать 3 звезды, по сути. ЦМ-очку в 3 звезды, чтобы ману регенила раз в 2 секунды. Он там в 3 звезды, в принципе, неплохо накидывает маны. Так вот, драконий рог мне нужен для того, чтобы я инкастовал свою способность, кастовал с нулевой секунды. Будет лететь 4 ракетки по овер, много урона. Вот. Ну и после третьего тира, соответственно, умножит весь этот урон с каждой ракетки. Но очень много. И сейчас я буду идти в уровень. Мне, в принципе, достаточно того, что я сейчас имею. Мне, на самом деле, нужен... Короче, когда мне нужно Абадона искать, это на 6-м уровне. Чтобы Абадон... Ну, там... Чё... А, вот что он такой жесткий. У него там тоже жезл Киры, поэтому он так быстренько себя апнул 3 звезды фигуры. Сильно! И больно, скорее всего, мне будет. 20 маны раз в 2 секунды. Стоит ли она того вообще, 3 звезды собирать? Да, это как бы приятный бонус, то, что ты соберешь ее в 3 звезды, будешь получать раз в 2 секунды 20 маны, в принципе, неплохо. Там, кстати, убийца Горн в 3 звезды собрался, мне Торба. Тут в 2 звезды убийца Горн наваливает, будь здоров. А тут он его в 3 звезды собрал. Я думаю, вы представляете, как сейчас танчики будут лететь. Там шанс на его пассивку 50%. Сейчас каждой тычкой он будет меня станить. Падло. 100% так и будет. Гарантию даю. Так, 6 стаков на посохе. На самом деле, получить на 15-м раунде после третьего тира, это то, что доктор прописал. Это прям имбулька. А что-то типа Рубика сегодня будет у нас? Что-то типа Рубика хочется. Либо демона какого-то. Я хочу поставить себе просто 6 богов со старта уже. Ну как со старта? Уже 18 раунд, уже явно не старт. Короче, я, наверное, не буду ЦМ-ку собирать 3 звезды. Так, поиграем пока что. Без ЦМ-ки. Уи! Ну, на самом деле, выглядит пока что интересно. 4 ракетки. Под 6 богами у меня будет вообще минимальная, когда у меня еще и винстрик 6. Вообще кайфули. Может, гримтачи не собирать? Я думаю, он меня порвет. 100% должен порвать. Там, короче, вот этот вот убийца Горн, он меня сейчас будет каждой тычкой станить, и все. И все. И ничего ты не сделаешь больше, Санечек. Ничего. Блин, я не могу прочитать его ник вслух, но это будет Том Туй. Том Туй. Нет. Ой, хорошо, ракетки полетели в конце. Ну, чуть-чуть не хватило. Самое обидное то, что он у меня винстрик забрал. Точнее, то, что я ему подарил свой винстрик. Вот это вот самое обидное. Ну, ладно, посмотрим. Сейчас посох настакается на 20 стаков, а уже будет потом видно, как оно будет. Но мобов, я думаю, буду разрывать, будь здоров. В самом деле, если так на бумаге посчитать, то Тинкер очень много урона вкидывает с каждой своей ракетки. Очень много. Убийца. А чё так много убийц? Я сейчас не понял. Это что, новая мета какая-то? Играть на убийцах? Или я чего-то пропустил? А ну-ка в комментарии меня поправьте, если что. Или это все из-за темпларки? Все увидели темпларку и сразу слюна потекла? А как же Свен? Обычно, когда видят Свена, сразу там демонов собирают и тому подобное. Но никак не убийц.
Можно косу с колой взять. В принципе. Так, инвестиция в лучшее будущее с помощью НЧ. Хорошо. О, Рубик. Отлично. О, красота. Так, и вот так вот. Все, отлично. Коса с колы. Кабанчики. Наверное, надо было все-таки косу с колы взять. Сейчас подождем, короче. Блин, я немножко, конечно, переборщил с уровнем. Надо было на 6-м остаться. Но если бы я на 6-м остался, то я бы не поставил себе волшебников как надо. Ну, пришлось бы пожертвовать чем-то. Хотя, подожди. А, ну у меня ЦМ-ка лишняя была. Не, надо было на 6-м оставаться. Ну, пока нормально. 5000 урона пока что нанес. Мой Тинкерос. Нормально, нормально. Пошел, пошел движ. Так, отлично. Эльфийская волшебница апнулась 3 звезды. Хотя, на самом деле, эльфийская волшебница, ну... Не знаю. Как по мне, они странно переделали ей способность. Да, она как бы выключает 3 героев на 2 секунды, но... Стоит ли оно того? Вот в чем вопрос. А ну-ка, напишите в комментариях, стоит ли оно того, как они переделали эту эльфийскую волшебницу. У нее раньше был станчик. Там через несколько секунд срабатывал в определенной области, а сейчас у нее вот этот вот, ну как-то таргет. Короче, оцепенение накидывает. Как по мне, раньше было лучше, вот этот массовый стан. Но он долго срабатывал, вот это вот минус. А что-то типа друидов. О. Только хотел на это пожаловаться, и сразу друид пришел. Это получается у нас миндальная связь с богом рандома. 20 стаков на посохе есть, отлично. Нужен абадончик. Я абадончика так беру, на подстраховку трусов. Чувака там 16 винстрик, обалдеть. И никто ему не может его сбить, прикиньте. Интересно, у меня получится сбить ему? Хотя я думаю, вряд ли. Если был бы Абадон 3 звезды, я думаю, с Абадоном в 3 звезды я бы спокойно смог сбить. 9 убийц. О-о-о. Ладно. Блин, ну ракетка нормально так урона сносит. Тихо, 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 тихо. Ну. Это было очень близко. Давай, Абадончик, ищись. Я цемку, короче, уберу. Я поставлю лучше Абадона. Все-таки накини свой щит будет получше. Нежели цемка. Блин, ну у нее такой вкусный винстрик. 17. 17 винстрик. Не затащил его, прикиньте. Ну, с маной проблема, видите? Даже если бы у меня была ЦМ-ка в 3 звезды, я думаю, с маной бы у меня все равно были проблемы. Надо драконий рог. Без драконьего рога тяжело. Будет круто, если он сейчас с первого раза упадет мне на 25-м раунде. Сейчас как раз мобы. Ребят, держим за меня кулачки. Держим. Все вместе держим. Молимся за то, что мне сейчас пришел драконий рог. Молимся. Все вместе молимся. Давайте.
Ну, мифриловый доспех, кстати, еще тоже хорошая тема. Типа плюс... О, японский городовой. Чел там себе Марса еще в 3 звезды нашел. Обалдеть. Прикол в том, что он еще и в 50 монет плюс сидит. Я сейчас сделаю себе кунг-фу. Это будет тяжко играть. Это кунг-фу меня может просто за 2 раза вынести. Ну, 2 тычки дал, и я сдох. А так как я кирю супер необычного керри пока что, это будет быстро. А безоруж классная тема. Безоруж я не хочу скипать. А безоруж это то, что надо. Яичко. А Абадона можно? А Абадон выйдет погулять? Пожалуйста. Ну? Еще и яйцо оставил, прикиньте. Я, короче, все предметы передам в Абадона, потому что, типа, смотрите. Мне нужен массовый АОЕ дэмэдж. Тинкер такого, к сожалению, пока что не даст. Но он пусть стоит у меня на подстраховке. Лишним он явно не будет. Можно, кстати, еще и Рубиков 3 звезды собрать. Почему нет? Ладно, так вот сделаю. Так, ну что, стол у меня пока что выглядит красиво. Но у чувака там тоже красиво стол выглядит на убийцах. Ладно, кабанчиков юзнул, пусть кабанчики стоят. Жалко этих кабанчиков, нельзя забузить. Берсерк это плохо. Вообще мана долго стакается у Абадона. Очень долго мана стакается. Еще и Рубик стырил скилл ТБ. Не-н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 е. Нам такое не надо. Там чуваку винстрик сбили, кстати. 18 винстрик сбили. А сбил ему убийца. Это плохо. И шанка с кунг-фу это тоже плохо. Вот этого в действительности опасался. Кунг-фу будет проблемой. Тут тоже 9 убийц уже. Надо бы найти все-таки драконий рог. Слишком туго у меня с маной все. Слишком. В самом деле, типа 6 секунд. Плюс 60% режется. Ну там примерно 1 секунда на щите. Блин, реально, а что это за мета такая убийц? Сколько времени я играю в этом сезоне, ну вот который сейчас, то я не видел столько убийц. Типа реально из-за темпларки все так с ума сошли? Да, один кабанчик не смог апгрейднуться. Не прокачался. Плохо. Так, это этот кунг-фуист. Ну, блин, очень долго мана регенится. Очень. Еще и половину табло оторвал мне только что чел. Ну у меня куча уклонения. Как ты по мне попал? Как? Ну у меня 50% уклонения. Ну как он по мне попал? Объясните мне. А, все, понял, не кричи. 6 эльфов, 4 кунг-фу. С щитом 5-го тира. А у меня тоже есть для вас сюрприз. Я думаю, сюрприз приятный. Хотя на самом деле я, наверное, ошибку совершил, потому что мне реально надо найти драконий рог. Без драконьего рога мне здесь и не дадут поиграть.
Хотя, на самом деле, вот этот щит 5-го тира идеально работает против убийц. Типа сейчас убийцы сами себя пованшотают. Плюс у меня еще и щит есть, который поглощает урон. Да, вообще эта песня. Взрывай. Взрыв. Пол стола взорвал. Еще. Бум. Не, ну выглядит это, конечно, красиво. Очень красиво выглядит. Такой щиточек. 600? Подожди, я сейчас не понял. Там на щите написано 450 на 3-м уровне поглощения. Почему 600? Может там реально в Абадоне, в щите Абадона... О, кстати, я чела вот этого на топ-1 вынес. Знаете, чего мне надо опасаться от этого чела на убийцах? У него там Рики. И мне надо смотреть внимательно, как он будет свою тучку накидывать. И переставлять своего Абадона туда-сюда. С Марси будет то. Минус 13 он мне дал. Но я думаю, когда найду драконий рог, будет попроще. Все-таки с драконьим рогом будет щит кидаться инкастово. И, соответственно, взрываться и наносить кучу урона. Ману плюс 50 возьму пока что. Мне там в любом случае на предмет 3-го тира не хватало. Гнездо, я редь ночных зверей возьму. Даже вот до 35-го раунда у меня будет куча предметов. И, соответственно, я там смогу выбирать. 49 хп. У топ-1 почти 100 хп, 90. Не, ну, я думаю, доживу до 35-го раунда. С щитом 5-го тира против убийц, я думаю, 100% доживу. Если, конечно, щит меня не подставит и будет отражать как надо. Потому что, знаете, когда ты рассчитываешь на этот щит, то обычно он играет против тебя. По всем законам подлости. Антимагов 2 звезды нашел. Это неплохо. Надо сейчас расстановку переделать, потому что если антимаг присосется к моему Абадону, то это точно будет финита ля комедия. Ханчик есть, кстати. Есть еще 2 нераскрытых легендарных героя. Абадон, давай, Абадон, щит! И еще... Ой-ой-ой, какая ты падла. Омник. Кстати, Омник тоже хорошая тема. Для меня подойдет. Если сейчас найдется еще один бог, то можно будет поставить обычных 6 богов, Кири, Абадона и 4 Горна сверху. Как раз будет работать этот Горн как против Марси, так, соответственно, против убийц будет неплохо работать, потому что это обезоружие, плюс это они будут прыгать на Горн в первую очередь. Плюс есть Горна Агр, который будет на себя агрить вдруг чего. Нет, 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 Сайленс, нет! Живи! Да, ой-ой-ой, темпларка в 2 звезды. Ай-яй-яй. А вот это плохо. Это капец как плохо. Я думаю, все прекрасно понимают, почему это плохо, да? Потому что сейчас она под своим щитом будет просто неубиваемая. Кстати, я шанки снес винстрик. Это хорошо. Просто даже этот щит 5-го тира некорректно работает против темпларки. Так как темпларка накидывает свой щит. Кстати... Вот так вот, короче, поступлю сейчас.
У меня же голова зачухалась. Короче, поставил сейчас немного себе бафчерных книжников, чтобы у меня хоть какой-то отхил был, потому что, если могли заметить, то как-то очень туго без отхила. 3 секунды, когда на щит. Отпусти! Нет! I've heard that there's a place where witchers are blind. Надо до 35-го раунда каким-то образом жить. До 35-го надо жить. А вот как жить? Непонятно, как жить. Короче, идите в баню. Кабанчики эти. С вами, конечно, хорошо, кабанчики. О, кстати, можно будет поставить элементалистов немного. Ну, духов имею в виду. 4 духа. Я думаю, по 4 духами будет поспокойнее. Ну что, 10 хп. 1 раунд. Всего лишь 1 раунд надо пережить. Пожалуйста, переживи, переживи. Духи, не подведите меня. Да! Еще. Взрыв. Какая красота! Боже, вот духи сейчас меня вообще не подвели. Несколько раз как надо окаменение сработало. Щит 5-го тира как надо отразил еще. Боже. Кайфули. Вот это кайфули. Наверное, кстати, мне нужно будет поставить Ворон все-таки. Против убийцы, думаю, самое то будет, если еще и Хана найду. Но самая будет главная проблема — это найти Хана. Знаете, что я сейчас понял? А сколько раундов я сижу в 4 волшебника, когда выставил себе баф чернокнижников и баф духов? А ну-ка напишите мне в комментарии на этот счет, сколько раундов я просидел. На самом деле у меня столько мыслей в голове летает о том, типа, как можно сейчас эту катку вытащить хотя бы в топ-3. Но самая из них, вот важная мысль, самая из этих всех мыслей, это драконий рог. Без него каши не сварим. Пожалуйста, драконий рог, драконий рог, драконий рог, драконий рог. Кольцо возьму. Хорошее кольцо, 120 урона блочит, прям то, что доктор прописал. Ладно, ZZ возьму. У меня, в принципе, есть что скипнуть сейчас. Так, шар бездны возьму. Это плюс за медло, плюс, соответственно, минус от хил, все такое. Так, вот так. Все, у меня есть бусы. Мне, в принципе, духи не нужны. На всякий случай буду их собирать, но духи, в принципе, сейчас не нужны уже. Да! Нет, Тимак, 3 звезды. Пощады. Пощады. Прошу пощады. Хе-хе-хе. На самом деле, теперь у меня все шансы попасть в топ-3. Все шансы попасть в топ-3. Абсолютно все шансы в топ-3 попасть. Папа пойдет.
Так, ладно, горного вождя я продам, он мне не нужен. Вот это там... Я вот реально не понял, а типа, что так много стало? Короче, вот так вот сделаю. Я буду до конца сидеть в 6 богах. Я думаю, нет смысла мне оставить горн. Ну, горн можно будет поставить, это когда уже там 1 на 1 останемся и придет ко мне хан. Но тоже не факт, что мне нужен это будет хан. Хотя, на самом деле, наверное, понадобится этот хан. Если кунфуиста выкинем, будет идеально. Ну тут жесткий чел с темпларкой в 2 звезды. Я могу эту темпларку просто не затащить. Хотя у меня есть Дум. Если Дум закастит свою способность как надо, то, соответственно, затащу. Не закастит, то, соответственно, не затащу. Ну, логика логичная, да? Жесткий чел на Марсе. Мало ли того, что у меня перчатка 4 тира. Щит 5 тира. Антимаг 3-звездочный. Это он вообще такой... А что за сайленс? А можно пожить? Жить? Дум? Дум? Ты кого, падла, окаянная, Дум закинул? Боже, я этого Дума ненавижу. Вот кто-то может мне объяснить в комментариях, как этот Дум работает? Только что, вот на секундочку, только что. Стоял Рики и Темпларка. Как он выбрал цель Рики? Почему? По какой причине? По какой причине он выбрал цель Рики? Я этого не могу понять, вот серьезно. Еще и хан не идет. Да и пошел ты... Не, я буду очень... 4 ворона, кстати, там чел поставил. Я буду очень рад, если мне реально объяснят, типа, по какой причине Дум накинулся в Рики, а не накинулся в Темпларку. Темпларка дороже Рики. И в тире она выше стоит. Каким образом Дум закинулся в Рики? Каким образом? 4 горна, кстати, поставил. 6 убийств, 4 горна. Но я думаю, это ошибка. 9 убийств будет помощнее все-таки. Только не в Сайленс. На самом деле, вот это вот кольцо на 120 блок урона. Боже, какое оно жесткое. Так еще не все потеряно, получается. О, еще и минус убийца этот, который Горн стоял. В топ-2 я зашел. Теперь у нас борьба с ним до крови, до боли за 1 место. У меня аж так жестко в горле пересохло. Сейчас самое главное, чтобы он Рики не поставил как надо. Потому что если он поставит своего Рики, и эта тучка накроет моего Абадона, то это все. Можно сразу как бы идти пирожки кушать. В самом деле у меня так мозг поплавило в моменте. Я думаю, это было заметно. Я думаю, даже было заметно о том, что я немного руки опустил. Так, щиточек накинулся. Щиточек взорвался. Щиточек. Еще щиточек. Там жесткая темпларка. Вот это я понимаю, вот это кайфули было. Вы видели, в какой тайминг только что взорвался этот щит? Причем у меня щит откатился, набралось маны. Он взорвался, и взорвался перед активацией щита темпларки. То есть там темпларка делает тычку, только замахивается на то, чтобы кастануть свой щит, и ей просто прилетает взрыв щита. Хан, иди ты. Ну, я думаю, нет смысла Горн тут ставить. Знаете, что мне может помочь? Хекс. Хекс 5 тира может мне помочь.
Я думаю, стоит попробовать найти хекс 5-го тира. Взглядом Азета пожертвовать. Еще несколькими предметами пожертвовать. Бусы 100% надо оставлять. На самом деле, я удивлен, что так Абаддон много урона носит. Со своим щитом. Но из плюсов, тот, что этот щит, он дает поглощение. Из минусов. Ну, соответственно, щит в огромном радиусе взрывается, много урона носит, все такое. Но из минусов, когда... Кстати, я кучу бабла получил. А еще, кстати, я могу рольнуть предметы. Из минусов то, что когда в этот... Вот и хекс, кстати, бессмертие. Но я возьму хекс. Хекс, если что, я не просто так беру. На это есть веская причина. Одна из причин это то, что, во-первых, этот хекс откатывается после каждого использования способности Абаддона. Вот. Дума. Дай Дума. Одного. И Хан пришел. Когда ты уже к чертовой бабушке не нужен. Так вот, когда этот щит навешивается, допустим, на Абаддона, а этого Абаддона бьют в этот щит, то, соответственно, мана не регенится. Как по мне, это... Ну, тупо как-то. Ну, типа, да, он поглощает урон, но можно было бы сделать, что он хотя бы там, не знаю, ману восстанавливает. Живи. Живи! Чуточку живи, ну живи! Хорошо. Хилимся, живем, хилимся, живем. Как же Дум отлично сработал только что. Надо, чтобы еще один Дум пришел. Еще один Дум. У меня будет трехзадачный Дум. Не, это кайф, это очень кайф. Когда щит откатывает, соответственно, хекс. Там тупо можно в вечном хексе держать. Ну, мне нужен один Дум. Ну, мне не надо яйцо. Дайте Дума. Да иди ты в баню. Серьезно? Боже, одного Дума не хватило, прикиньте. Сейчас самое главное следить за этим Рики. Самое главное, чтобы этот Рики не накинул свою тучку. Даже переставлять не надо было, прикиньте. Я думал, что он тучку свою накинет. Хотя бы там местами Рики поменяет. Он настолько в себе уверенный, что он даже Рики не меняет местами. Серьезно? Мне бы твою уверенность, дорогой. Боже, если я сейчас заберу в этой катке топ-1, я буду в максимальном шоке. Чтоб ты долго жил. Заметьте. Продал квапу, пришла квапа. Может, мне Дума надо двухзвездочного продать, может. Получится собрать его в 3 звезды таким образом. Кстати, у меня Рубик стырил скилл квапы, прикиньте. Прикол. Саня, ставь яйцо воевать. Я же уже поставил. Давай, 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 давай. Щит. Щиток. Боже, на каких соплях я держусь? На каких соплях? А он из темпларки почему-то шмотки перекинул. Интересный момент. Боже, да что тебя коротило 250 раз на день? Прикиньте, в Сларка решил закинуть предметы. Зачем? У него темпларка хорошо справлялась. Ладно. Хозяин барин. Знаете, наверное, почему? Потому что хекс летит сразу в темпларку.
Из-за этого, скорее всего. Нет! It takes 3 minutes to heat the porridge. Yet Bubbles' pufferfish gun only needs some extra air to get ready. Прикиньте. Прикиньте, что произошло. У меня Авадон по какой-то мне неизведанной причине прыгнул в тучку Рики. И щит 5-го тира, как назло, не сработал. Боже. Но у меня нет слов. Но на самом деле, то, что единственное, что я хочу сказать, это то, что это была очень крутая катка с неожиданным вот таким вот концом. Мне очень понравилась катка. Вот, конечно, щит 5-го тира меня подвел. Но если бы вот этого Тома не было бы столько хп, то есть он с самого начала сидел на огромнейшем винстрике, всех выносил. Ну, круто, круто. Я думаю, что если бы не было темпларки... Хотя нет, на самом деле... Короче, вы все сами прекрасно сами видели. Единственное, что я хочу сказать, мне катка очень понравилась. Это... Она очень напряженная. У меня даже во рту, знаете, жестко пересохло. То есть я хочу очень жестко выпить воды сейчас, потому что, ну, нереально пересохло в горле. Аж тяжело разговаривать. Ну, крутая катка. Вот ради таких каток в эту игру прям хочется играть и играть. Но вот бог рандома только что показал свою сущность, как он может подливу подкинуть. Честно, я не ожидал то, что Абадон такой гениальный, запрыгнет в тучку Рики. Боже, ну... Все ж так хорошо шло. Ну мы так хорошо с тобой общались. Какого черта ты запрыгнул в тучку Рики? Еще и щит 5-го тира не потражал урон. Серьезно? Серьезно? Ладно. Крутая катка. Крутая. В принципе, все. Вот так вот. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Не забудьте поддержать этот ролик лайком и комментарием от 3 слов, даже если вам нечего добавить, потому что лайки и комментарии продвигают ролик в тренды и рекомендации. Также не забудьте на меня подписаться, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а также у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!